Як-Ин-Йети – это роскошный отель с богатой историей, расположенный в центре Катманду. Название свое он получил в честь двух легендарных символов Непала – Яка и Йети. Но если Як – создание совершенно реальное и незаменимое в высоких Гималаях, то Йети – существо воистину легендарное. И все же в одном из затерянных в горах буддийских монастырей хранится череп снежного человека. Есть и небольшая гостиничка в местечке Доли в районе Эвереста под названием Йети-Инн. Но сейчас мы пока не в Йети-Инн, а именно в Як-Ин-Йети. Вот, мы в легендарном месте, во внутреннем дворике Courtyard нашей альма-матер, отеля Як-Ин-Йети. Сейчас мы пойдем, сделаем маленький кружок по ключевым местам. Во время раскопок, экскавации части отеля в 1993 году был найден вот этот валун. И на валуне обнаружена была вот такая вот стопа. То ли эта история связана с тем, что ведь и мысли слова материальны, да, отель назвали Як и Йети. То есть, может быть, это подразумевается, что это стопа Йети. Як-Ин-Йети кажется райским местом. Но совсем недавно, в апреле 2015 года, здесь было все совсем по-другому. Именно тогда Катманду и еще целый ряд регионов страны пострадали от разрушительного землетрясения, унесшего тысячи жизней. Да, здесь вот отличное место для recreation zone, да, сауна, хамам, массаж, бассейн, все. И вот 25 апреля ваш покорный слуга как раз оказался здесь. И вдруг все трясется, стол трясется. Наш гуру здоровья Муктидай забыл, как по-английски землетрясение, earthquake. А я помнил по-непальски, потому что у меня микроэкспириенс был до этого еще, в других горах в районе Анапурны. Я говорю, что Букампа это и есть землетрясение. И он как, я говорю, earthquake. Я говорю, Букампа, earthquake. И вот эти стены, вот даже сейчас можно покачать чуть-чуть, и вот здесь все вот так вот ходуном ходит. То есть, ну вот амплитуда, не случайно следует. Прости, Господи. Но вот так было почти год. Амплитуда градусов 20, 15, 20, 20. Вот так вот все ходит. Вот здесь все, вот это все сыпется. Вот здесь все трескается. Здесь все сыпется. И волна из бассейна прошла вот до эркера Красного дворца, вот до этой ниши, чимни, в эту сторону. И в ту сторону прошла волна до вот этого вот луга постриженного аккуратно. Да? То есть, ну, казалось бы, ну, плевок, да, бассейн, ну что это? Это даже не чайка, да, а маленький кусок воды. Но из-за такого сдвига сейсмического волна прошла, вот, Витай, вот до этого эркера прошла. Вот здесь все было мокрое под волны. Знаешь, вот такая вот лужица, можно сказать, хреначит до вот этой стены и до эркера. В ту сторону, конечно, я уже не смотрел, что бежал отсюда. Вот здесь я только что рассказал, все ходило с ходуном, все трескалось, и вот отсюда выбегали. И туда еще. Вот, брат, прошу любить и жаловать. Новая у нас, да, у нас здесь теперь мемориальная доска. Вот, посвящена Борису непосредственно, да. Борис Лисаневич по праву считается еще одной легендой Непала. Офицер русской армии, танцовщик дяглевской балетной труппы, знакомец индийских махараджей и британских офицеров, личный друг короля Непала Трибувана, он стал основателем
туристической индустрии Непала. Тем самым человеком, который открыл страну внешнему миру. И именно по его инициативе и под его руководством был построен отель Якон-Йети. О ком фильм создан был здесь и показан на международном кинофестивале в Катманду, и в Ютьюбе выложен, и книгу «Мой царствие небесное», как и Борис, теперь отец, перевел. Вот здесь все подробности есть. Это сейчас Серега заснимет. Вот, и очень хорошее, потому что он отец-основатель. Вот наш соотечественник и отец-основатель и сектора туризма в Непале как такового. И он первый отелье. Мы уже несколько дней в горах, в высоких Гималаях. Идем по крыше мира, оставляя на ней свои следы. И вот сейчас мы оказались в том самом месте, в том самом монастыре, который называется Кунджунгомпа, где находится физическое воплощение одной из легенд Непала, снежного человека, или Йети. Здесь, в специальном сейфе, хранится тот самый загадочный артефакт – череп снежного человека. И вам судить, на череп какого именно существа – реального или легендарного, Йети или не Йети, он похож. Хочется пару слов сказать о Йети, снежный человек, как его по-английски называют abominable snowman, то есть отвратительный снежный человек. Ну, действительно, если посмотреть на какие-то чертежи, эскизы, рисунки, которые имеются в литературе, внешность Йети не очень привлекательна. Мне хочется подчеркнуть, что у нас весь этот путь каким-то образом связан с рэперными точками, относящимися к Йети. Йети Airlines – это локальная непальская авиалиния. Отель Якон-Йети – культовое историческое место, где мы все время останавливаемся, и дружественный нам отель, который открыл наш соотечественник Борис Лисаневич. В монастыре Пангбочи нам открыли сейф, где лежал череп Йети, который, кстати, возили на экспертизу в Нью-Йорк в музей Гугенхайма. Нет, в Метрополитен музей. Теперь мы на высоте 4000 метров находимся в местечке Доли, по дороге к озерам Гоки, ледниковым. И здесь целый отель назван именем Йети. Йети Инн. Йети постоялый двор.
Пачермо. Он находится на 4500 метров. В очень выгодно расположенном ущелье, потому что с обеих сторон надветрие, а здесь штиль. То есть здесь ветер не сильный. Вот, начался снегопад. Вокруг уже белым-бело, хлопья падают. Он сначала начался град, а теперь пошел снег. Поэтому это нам на руку. Осадки сейчас работают на нас. Почему? Потому что утром будет звенящая, не сглазить бы, звенящая синева. За хозяев. За хозяев. Они саузико джайос, саунико мальборо. А оператору положено отдельно поднести с уважением. Джайос. Джайос. Вот, а сейчас что происходит? Мы будем пробовать тибетский чай классический с маслом яка и солью. Тут он называется соча. В Тибете его называют соча, а шерпы его называют солтя. В разных тибетских этносах он чуть-чуть есть некая транслитерация. Ну вот, рецепт один. Его здорово делают монахи в монастырях. Собственно, это главное, его надо воспринимать по вкусу, не как чай. Тут чай это как такового и нет, а как суп. И тогда он будет, это очень энергетическая штука. Тибетские кочевые, фактически чай вот этот и цампа, это их рацион. И вот они идут с яками, проходят гигантские расстояния и держатся только на цампе ячменной муке, которую бросают в этот чай. Поэтому давайте насладимся потрясающим вкусом этого щербетоподобного напитка. Джайос. Наше путешествие завершается. Подробно о нем речь пойдет в следующих сериях цикла «Пешком на крышу мира». Сейчас раннее утро финального дня экспедиции. Вчера мы взошли на вершину Гокиори на высоту 5360 метров. А сегодня ждем Еврокоптер, который за считанные минуты перенесет нас в теплую Лугу, откуда мы начнем наше отступление в столицу Непала, Катманду. Практически то же расстояние от Пакдинга до Гокио мы прошли пешком, с ночевками за 6 дней. Именно поэтому вертолет в Гималаях мы называем гениальной стрекозой. И вот те самые легендарные яки, в честь которых назван отель Як-Ин-Йети, где началась и где завершится наша экспедиция. Именно здесь, на высоте 4800 метров, посреди марсианских пейзажей, под пронзительно синим космическим гималайским небом, во время брачных игр сталкиваются лбами и яки.